Частота развертки в мониторах бьет все новые рекорды. Сегодня уже никого не удивишь моделями с 240 Гц. Причем, если раньше это все было на матрицах TN плюс фильм, то сегодня можно легко найти IPS-аналоги, причем с разрешением как Full HD, так и WQHD. Но вот 360 Гц это что-то новенькое, и сегодня такие дисплеи есть только в линейке Asus ROG Swift. Таких мониторов они выпускают два, это PG259QN и QNR. Различие в том, что в QNR есть еще технология NVIDIA Reflex, и подробнее о ней, подробнее о том, нужен ли вам монитор с таким рекордным обновлением экрана, я расскажу в этом видео. С вами Сева Приходько, прямо сейчас ставьте лайк, потому что потом забудете, и поехали! Для начала давайте определимся, зачем Asus вообще объявили эту гонку и почему частота обновления настолько важна в играх. В киберспорте важна каждая миллисекунда. От того, кто первый выстрелит, когда мы говорим про шутеры, зависит победа и порой немаленький призовой фонд. Asus и NVIDIA провели исследование и определили, что вот если сравнивать лоб в лоб 60 и 360 Гц, то задержка снижается в 5 раз, со 100 до 20 миллисекунд, и в результате точность стрельбы у игрока повышается на 37%. И эти исследования они проводили даже без технологии NVIDIA Reflex, которая тоже очень крутая. Если объяснить ее простыми словами, то эта технология от NVIDIA определяет входной сигнал от нашей мышки, потом измеряет время до появления выстрела на экране. Когда мы стреляем, то там появляется небольшая вспышка. Потом анализирует задержку системы между тем, когда мы нажали с вами на кнопку мышки, до того момента, когда выстрел наконец произошел, и помогает точно синхронизировать работу нашего ПК, чтобы мы не ждали вот этих промежуточных кадров, а сразу выстрелили. Важно только то, что в этом случае мышку нужно подключать в монитор, и будьте внимательны при покупке. Технология NVIDIA Reflex есть только в модификациях QNR, где R и означает рефлекс. Ну и к слову, эта технология не просто должна быть в вашем мониторе, но также она должна поддерживаться игрой. Сейчас ее поддерживает Fortnite, Valorant, Warzone, Apex, но, например, в той же CS ее нет. Что относительно разницы между 240 и 360 Гц? Заметил ли я ее? Нет. Когда у меня были мониторы 144, 240, 60 Гц, между всеми мониторами я чувствовал разницу. Вот те, кто говорят, что выше 60 Гц не нужно, то просто пойдите, попробуйте экраны с частотой повыше в каком-нибудь магазине, и вы поймете, о чем вообще речь. Но вот стоит ли переплачивать за разницу между 240 и 360 Гц, я правда не уверен. На цифрах вроде бы прирост 50%, но мой глаз практически этого не замечает. Может быть, потому что я не киберспортсмен. Ну и если бы у меня, например, было бы сейчас монитор с 240 Гц, и я сравнивал бы их лоб в лоб, то, скорее всего, разница была бы более ощутима. Что относительно других характеристик, то здесь диагональ 24,5 дюйма, и это характеризовано тем, опять-таки, что профессиональные игроки, они предпочитают чаще всего именно такую диагональ. Если брать монитор с диагональю побольше, то там уже гораздо сложнее следить одновременно за всеми элементами игры. И за радаром, и за здоровьем, и сколько патронов осталось в оружии, и в конце концов врагов тоже видно лучше. К тому же, чем экран больше, тем он дороже, а здесь и так цена начинается от $800, а если вы хотите себе еще NVIDIA Reflex, то это уже $1000 плюс. То же самое касается и разрешения, здесь оно Full HD. Во-первых, потому что это дешевле, во-вторых, на такой диагонали отдельных пикселей не видно, здесь их плотность 90 ppi. Ну и в-третьих, а вы просто попробуйте запустить игру с FPS выше 360, особенно когда мы говорим про игры, в которых поддерживается технология Reflex, например, тот же Warzone или Apex. И именно по этой причине этот монитор стоит брать только в том случае, когда ваша система настолько сильная, что будет тянуть игрушки выше 300 FPS, ну а желательно, чтобы все-таки раскрыть его в максимуме 360-400 FPS. Что по дизайну, то здесь у нас с трех сторон минимальные рамки, снизу она чуть больше, здесь разместился логотип Republic of Gamers, а на тыльной стороне очень симпатичное оформление, где логотип еще больше, и кроме того он с LED подсветкой Asus Aura Sync. Здесь под съемной заглушкой спрятаны все наши интерфейсы, можно все красиво уложить, и грех такой монитор вообще разворачивать к стенке, как мне кажется. Тут расположился один разъем HDMI, один DisplayPort, два USB 3.0 и разъем для наушников. К слову про звук, то встроенных динамиков здесь нет, как минимум потому, что он явно рассчитан на про игроков, ну а там без наушников никак. Вот эти все отверстия являются исключительно вентиляционными, потому что тренироваться в играх можно прям долго.
Частота развертки здесь космическая, и нужно было, чтобы все компоненты монитора хоть как-то охлаждались и не перегревались, и у нас на экране была стабильно красивая картинка. К слову, управлять монитором можно с помощью вот этого 5-позиционного джойстика и 4 кнопок. Здесь нету ничего какого-то сверхъестественного. Вот эта кнопка отвечает у нас за включение и выключение монитора. Джойстик, как я ранее рассказывал в других обзорах, как мне кажется, самое лучшее решение для управления монитором. К нему привыкаешь очень быстро, а в меню можно настроить что угодно. В игровых параметрах у нас здесь есть и прицел, и счетчик FPS, и различные режимы. И здесь же можно настроить нашу картинку в виде яркости, контрастности, цвета. В общем, все по стандарту, и чтобы не забирать ваше время, то перейду сразу к опыту эксплуатации. Настроить монитор под себя можно с помощью регулировки его по высоте. Также здесь есть угол наклона от -5 до +20 градусов. Есть также поворот влево и вправо на 25 градусов. И, конечно же, есть портретный режим. Единственная придирка, что экран достаточно сложно потом отрегулировать по горизонтали. И мне кажется, что было бы здорово, если бы здесь сделали какой-то фиксатор, который бы помогал мне определить горизонт этого монитора. Максимальная яркость здесь 400 нит. И еще знаете, что здесь прикольно? Здесь в центре панели есть датчик освещенности. Мы в меню можем с вами выбрать автоматическую яркость SDR. И яркость нашего монитора будет зависеть от общего освещения. Вот, кстати, эту функцию я бы с удовольствием забрал бы и на свой монитор, за которым я постоянно сижу, потому что ночью глаза реально все-таки устают гораздо меньше. В итоге я хочу сказать, что такая частота развертки — это, конечно, прорыв, но нужен ли он каждому, я не уверен. Для того, чтобы испытать в играх 360 Гц, нужна очень мощная система, и, безусловно, здесь все работает хорошо, но он явно ориентирован на профессиональных киберспортсменов и тех, кто проводит в играх, очень много времени. Ощущения крутые, технологии в виде NVIDIA Reflex еще круче. И эта гонка, которую начал Asus, для нас, обычных пользователей, означает новые конкурентные решения в будущем от разных брендов. Я надеюсь, что 144 Гц и 240 Гц будут еще доступнее. Ну и, конечно же, мы все только выигрываем от того, что появляются такие инновационные и крутые мониторы. Возможно, это вышел не совсем детальный обзор монитора, а больше про технологии и мои ощущения, но у меня нет настолько крутой системы, чтобы все здесь досконально протестировать. С вами был Сева Приходько, я надеюсь, что это видео вам все равно было интересно и будет приятно, если поддержите меня лайком, а еще лучше, если комментарием. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие видео на интересные новинки. Ну и как всегда, скоро увидимся.